Октябрьское утро началось с прохладного ветра, что теребил верхушки деревьев, усыпавших тротуары желтыми и багряными листьями. Воздух был свеж и звенел, обещая ясный день. Однако настроение у Александра Сергеевича было вовсе не таким светлым, как погода за окном. Он стоял у массивного дубового стола в своем просторном кабинете, задумчиво смотря на город, раскинувшийся под ним. На 4-м десятке лет Александр успел добиться всего, о чем когда-либо мечтал. У него был успешный бизнес, дорогой дом в пригороде, семья, красивая жена и 2 детей. Но последние несколько месяцев он все чаще чувствовал странную пустоту внутри, как будто вся его жизнь — это красивая, но не искренняя картина. В тот вечер, когда все началось, он возвращался с ужина, на котором обсуждал крупный контракт с партнером. Подойдя к машине, Александр заметил на углу улицы пожилого мужчину, сидящего на потрепанном одеяле. Тот держал в руках грязный картонный стаканчик, в котором иногда звенели монеты, брошенные прохожими. Рядом с мужчиной стояла собака, худая, но с ясным, почти человеческим взглядом. Александр никогда не обращал внимания на таких людей. Для него это были лишь детали городской жизни. Но в этот раз что-то его задело. Он подошел ближе и заговорил. «Вам помочь чем-то?» Старик поднял глаза. Они были полны усталости и какой-то безысходной мудрости. «Спасибо, сынок», — глухо ответил он. «У нас тут все по-старому. Но на хлеб хватит». Александр достал из кармана крупную купюру и опустил ее в стаканчик. Собака тихо завиляла хвостом, словно благодаря за своего хозяина. Уходя, Александр услышал вслед: «Здоровья тебе. Главное, не теряй себя». Эти слова будто эхом отозвались в его сознании. Что значит «не теряй себя»? Разве он когда-либо был потерян? Или, может быть, уже давно живет чужой жизнью? В следующие дни он не мог избавиться от этой мысли. Ему казалось, что он разучился чувствовать по-настоящему, что люди вокруг — лишь тени, которые улыбаются ему, пока это выгодно. И вот тогда он решил, чтобы понять, кто он есть на самом деле и что для него важно, нужно рискнуть всем. Все было подготовлено заранее. Александр переписал большую часть своих активов на доверенных лиц, объявив о крупной финансовой неудаче, которая лишила его бизнеса и имущества. Его друзья и деловые партнеры узнали о том, что он обанкротился. Дома тоже разыгралась драма. Жена, Татьяна, была вне себя. «Как ты мог так поступить? Почему не посоветовался? У нас дети, Александр. Ты думал о них?» Она рыдала, сидя на краю их огромной кровати. Александр молча слушал. В ее глазах не было ни поддержки, ни понимания, лишь страх за собственный комфорт. Все было подготовлено заранее. Александр переписал большую часть своих активов на доверенных лиц, объявив о крупной финансовой неудаче, которая лишила его бизнеса и имущества. Его друзья и деловые партнеры узнали о том, что он обанкротился. Дома тоже разыгралась драма. Жена, Татьяна, была вне себя. «Как ты мог так поступить? Почему не посоветовался? У нас дети, Александр. Ты думал о них?» Она рыдала, сидя на краю их огромной кровати. Александр молча слушал. В ее глазах не было ни поддержки, ни понимания, лишь страх за собственный комфорт. Через неделю он ушел из дома с одним рюкзаком. Оставив жене короткую записку, в которой объяснил, что ему нужно время, чтобы все обдумать, он исчез. В тот день Александр стал другим человеком. Одежда, купленная в секонд-хенде, немного грязи на лице, простая кепка — все это сделало его практически неузнаваемым. Теперь он был просто один из многих. Первые дни оказались настоящим испытанием. Ночевать пришлось на вокзале, где холод пробирал до костей, а запах сырости и усталых тел угнетал. Александр долго наблюдал за людьми вокруг. Кто-то спал, прикрывшись старыми газетами, кто-то пил из дешевой бутылки, кто-то просто сидел, уставившись в никуда. Он пробовал говорить с ними, но ответы были короткими и сухими. Днем он бродил по городу, иногда заходил в места, где раньше его знали. В кафе, где он часто проводил деловые встречи, официанты смотрели на него с подозрением. Один из них, узнав, сделал вид, что не заметил. Самым тяжелым ударом стала встреча с бывшим другом.
Александр случайно увидел его в парке и, набравшись смелости, подошел. «Привет, Андрей. Давно не виделись». Тот остановился, узнал его, но быстро отвел взгляд. «Извини, я спешу». И, не сказав больше ни слова, ушел. Но настоящая боль ждала впереди. Он видел, как дети выходили из школы, его собственные дети. София, старшая дочь, заметила его и на мгновение замерла. Александр подошел. «Привет, Софи». Она нервно оглянулась на подруг. «Пожалуйста, не подходи ко мне здесь. Это неловко». Ее слова болью отозвались в его сердце. Он лишь кивнул и отошел в сторону. На третий день он оказался возле небольшого продуктового магазина. На его витринах висели красочные объявления о скидках, а внутри мелькали покупатели. Александр присел на скамейку неподалеку, думая о том, как достать себе что-нибудь на обед. Вдруг дверь магазина открылась, и вышла молодая женщина лет 30, с короткими каштановыми волосами и усталым, но добрым взглядом. В руках у нее был бумажный пакет, из которого виднелись свежие булочки. Она остановилась, посмотрела на Александра и, не сказав ни слова, подошла ближе. Ее голос был мягким. «Хотите булочку? Свежие, только из печи». Александр растерянно кивнул. «Спасибо, но зачем вы это делаете?» Женщина улыбнулась. «Вы здесь часто сидите. Я вас запомнила. Просто хочется помочь». Так началось их странное знакомство. Она звала себя Надеждой и работала в этом магазине продавцом. Каждый день, когда она видела его, то приносила что-то, булочку, яблоко или горячий чай в холодное утро. Они иногда разговаривали. Надежда рассказывала о своей жизни, о том, как растит маленькую дочь одна, как приходится работать без выходных, чтобы сводить концы с концами. Ее глаза всегда были теплыми, полными понимания, несмотря на собственные трудности. На пятый день он сидел в сквере, чувствуя, как отчаяние накрывает его волной. Он начал сомневаться в своем эксперименте. Может, все это было ошибкой. Но тут снова появилась Надежда, на этот раз с термосом в руках. «Хотите горячего чаю?» — спросила она. «Спасибо, Надя. Вы единственный человек, кто не отвернулся от меня за все это время», — сказал он тихо. Она улыбнулась. «Просто надо помнить, что в каждом человеке есть что-то хорошее. Даже если ему сейчас тяжело». Эти слова стали для Александра откровением. Он понял, что пора возвращаться. Но больше всего он хотел, чтобы Надежда осталась частью его жизни. В конференц-зале компании собралось много людей. Там были его партнеры, друзья, семья. Александр вошел, одетый в простой костюм, и начал говорить. Он рассказал о своем эксперименте, о том, как его отвергли близкие, и о том, как одна женщина, не имея почти ничего, поделилась с ним теплом. Реакция была бурной. Татьяна кричала о том, что он поступил жестоко, София и младший сын прятали глаза. Но Александр был уверен, что это был момент истины. Несколько месяцев спустя Александр принял важное решение. Он развелся с Татьяной. Их прощальный разговор был тяжелым. Он объяснил ей, что не может продолжать жить в лжи, в отношениях, где все основано лишь на удобстве и привычке. Татьяна, рыдая, пыталась убедить его, что он все разрушил, но Александр был уверен, что поступил правильно. Когда его дети узнали о разводе, сначала они не могли понять его поступка. Однако, осознав свои ошибки и свою роль в его решении, они пришли к нему, чтобы извиниться. София и ее младший брат признались, что не оценили отца, когда тот был рядом, и что они сильно ошибались в своих суждениях. Это было искреннее примирение, и в их отношениях началось новое, более честное и глубокое сближение. Александр исключил из своей жизни людей, которые предали его. Но самое важное, что он смог вернуть себя, своего настоящего себя. А рядом с ним была Надежда, с которой он теперь строил свою жизнь, полную истинных ценностей и настоящих чувств. Александр основал фонд помощи бездомным. Теперь он точно знал, что нужно этим людям не просто еда и одежда, а возможность вернуться в общество, которое так легко отворачивается от них. Иногда нужно потерять все, чтобы понять, что действительно важно. И иногда нужно стать невидимкой,
чтобы увидеть истинные лица людей. Прошел год. Его фонд помог вернуться к нормальной жизни десяткам людей. Его дети стали волонтерами, научились видеть в каждом человеке личность. А старые друзья, они так и не вернулись. Зато появились новые, искренние, готовые помогать не ради статуса, а по зову сердца. Эта история не просто о социальном эксперименте. Она о том, как легко мы судим о людях по их внешнему виду, как быстро отворачиваемся от тех, кто нуждается в помощи. О том, что человечность проявляется не в красивых словах, а в реальных действиях. И о том, что иногда нужно потерять привычный мир, чтобы обрести настоящий.